Костя и Илона возвращались домой после визита к друзьям. Настроение было подавленным. В очередной раз их спрашивали, когда у них появятся дети. Эти вопросы болезненно задевали, ведь завести ребенка — это не просто прихоть. Костя отшутился, мол, сначала стоит попробовать завести питомца. Они почти дошли до дома, когда услышали жалобное поскуливание у мусорных баков. Костя надеялся, что жена не услышала, знал, что она не сможет пройти мимо. Но Илона услышала. Скулёж повторился, и они пошли посмотреть. Там оказалась худенькая испуганная собака. Она боялась людей, и сразу стало ясно брошенная, возможно, избитая. Пес не давался в руки, бегал по двору, пока Костя не додумался достать еду. Кусок колбасы сработал, животное подошло. Илона осторожно начала его гладить, и вскоре они забрали пса домой. Там он успокоился, ел с жадностью и, наконец, улегся спать. Костя с Илоной тоже легли, довольные тем, что помогли. Ночью их разбудил шум. Собака исчезла, дверь была открыта, оказалось, замок слишком простой. Они уже ругались у порога, когда услышали возвращающиеся лапы. Пес держал в зубах пакет, который шевелился. Внутри оказался младенец. Илона в шоке бросилась к нему. Он был в крови и завернут в тряпку новорожденный. Начался сумбур, звонок в полицию, поиски простыней, слезы. Ребенок плакал, а Илона, прижав его к себе, пыталась укачать. Скорая и полиция прибыли быстро. Малыша забрали, а Костя с Илоной рассказали все, что знали. Полиция осмотрела место у баков, выяснилось, собака охраняла ребенка. Она не доверяла людям, пока не убедилась, что этим можно. И тогда принесла им малыша. Супруги были потрясены. Всего лишь приютили собаку и вдруг стали свидетелями чуда. Еще недавно они обсуждали, что не могут иметь детей. Узнали об этом до свадьбы, но никому не рассказывали. Долго не решались на усыновление, но теперь все было иначе. Они начали оформлять опеку, готовые на все ради ребенка. Мальчику повезло. Несмотря на холод, он почти не пострадал. Илона каждый день навещала его, и они с мужем твердо решили усыновить. Пса оставили у себя и назвали Найда. Она оказалась умной, ласковой, но с проблемами со здоровьем. Видимо, за это ее и выбросили. Когда ребенка принесли домой, Найда радовалась, узнав его. Не отходила ни на шаг, охраняла, будто это ее щенок. А потом выяснилось, кто была мать малыша. Женщина работала на заводе, уже воспитывала 2 детей. От 3-й беременности не избавилась, но и принять ее не смогла. Отец ребенка ушел, она боялась осуждения и решила оставить младенца у мусорных баков. Роды прошли ночью. Чтобы никто не узнал, она покормила ребенка, дождалась, пока тот уснет, и отнесла. Спокойно продолжала жить дальше. Полиция пришла к ней домой, и она не проявила ни раскаяния, ни тревоги. Женщину осудили, а ее старших детей забрали родители. Им было непонятно, почему она так поступила, ведь помощь была рядом. Супружеская пара же считала произошедшее настоящим чудом. Судьба будто вручила им сына через собаку, которую они пожалели. Их семья, наконец, стала полной. Любимый сын и собачка, которая стала ангелом-хранителем. Илона и Костя верили, этот малыш был подарком с небес. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!